Германские племена. Оружие и война как стиль жизни. Если на востоке Европы индоевропейцы, славяне и балты были народами умеренно агрессивными, предпочитавшими мирный быт и уединение, то на западе все было иначе. Воинственные кельты завоевали половину Западной Европы и уничтожили местное население. Шедшие за ними следом германцы также поступили с аборигенами Скандинавии и Центральной Европы. В их мире выживал сильнейший, и те, кого встретили римляне, были результатом жесточайшего отбора. Тацит пишет, что германцы считают трусостью и ленью занятия земледелием. Ведь ждать урожай долго и ненадежно, а война и грабеж дают результаты сразу же. Мужчина – только воин и никто другой. Нельзя сказать, что земли германцев изобиловали ресурсами, а их приемы войны перевернули порядки. Нет, скорее, имея скудность во всем, они научились использовать возможности максимально эффективно. Германцы на первых порах избегали настоящих битв с римским войском, которое было прекрасно вооружено и подготовлено. Даже мастерские засады в лесах и горах не могли сгладить преимущество Рима. Лишь два приема давали германцам шанс: внезапность нападения и битва воинов 1 на 1, где более физически мощные северяне могли получить преимущество. Катастрофы Рима в долине Роны в 107 и 105 годах до нашей эры и в Тевтобурском лесу в 9 году нашей эры были достаточно страшными, чтобы римляне того времени стали относиться к врагу с почтением и были результатом именно этих факторов. Германское войско того времени – это только пехота. Всадники и колесницы крайне редки и типичны лишь для вождей племени вандалов, живущих далеко на востоке. На западе племена батавов и тенктеров славились кавалерией, но осваивали ее уже в римское время. Даже Цезарю пришлось отобрать у наемников германцев их лошадей и подарить им римские, так как собственные годились только для работы в поле. Уже позже, когда кавалерия вестготов и вандалов будет громить римские конные соединения, у германцев останутся приметы пешего периода. Пишут, что среди кавалерии германцев часто стояли самые быстрые бегуны в войске, и они, имея только копье или меч, почти не уступали в скорости конным, зато могли эффективно помогать всадникам, убивая лошадей врага на нижнем этаже, когда первая волна всадников шибется с врагом. Древние германские воины по большей части были вооружены копьем фрамеа. Как правило, это был всего лишь ясеневый кол с заостренным и обожженным на огне концом. Однако нередко на него насаживали наконечник из железа или кости различной длины. Некоторые германцы из тех, с которыми приходилось сталкиваться римским легионам, носили копья с необыкновенно длинными наконечниками, вид которых так пугал захватчиков, что командиру приходилось убеждать легионеров в том, что это страшное оружие есть только у первых рядов вражеского войска. Фрамея станет символом германцев. Это копье будет разделяться на метательное и строевое, когда германцы изобретут хирт, построение, которое они подсмотрели, скорее всего, у македонцев. Фаланга копейщиков, выстроенная свиньей или квадратом, часто оказывалась крайне тяжелым соперником. Щитом и копьем одаривал вождь молодого мужчину, когда тот достигал возраста вхождения на пиры и в битвы. Мечи были распространены мало, даже на фоне кельтов, чьи длинные мечи германцы вполне могли бы покупать. До Рима у германцев были свои мечи, плохого качества с односторонней заточкой. После кельтские длинные мечи спата стали популярны как в Риме, так и на Рейне, но их удобство в бою было сомнительным. Затем их кузнецы стали копировать римские гладиусы для вождей и достигли в том успехов, так как мечи франкского типа, тот же улучшенный гладиус, стали самыми популярными в Европе от Норвегии до Сицилии. Основным оборонительным оружием был щит. Щит зачастую был плетеным, а по форме прямоугольным или круглым. Его укрепляли кожаными накладками и железной оковкой по краю. Обычно на щите крепилась выпуклая деревянная или железная шишка умбон. На римской триумфальной скульптуре часто фигурируют овальные, прямоугольные и шестиугольные германские щиты, типы, которые скульпторы изображают и в связи с варварами-галлами. Возможно, прямоугольные и шестиугольные щиты стали еще одним результатом контактов германцев с кельтскими землями Центральной Европы.
Умбон позволял щиту быть и ударным оружием, а окраска щита в агрессивные цвета, черно-красный, черно-желтый, давала еще и психологический эффект. Броня для воинов была редкостью, даже у вождей. Часто воины шли в бой голыми или в одном плаще, подчеркивая свое презрение к смерти и уважение к воле богов, им решать, кому жить, и броня не спасет. Археологи находят кольчуги лишь в Северной Германии, да и то подозревают, что это кельтские схроны. То же касается и шлемов. Зачастую это были простые кожаные шапки или переделанные на свой манер римские шлемы от пленников. Очень поздно, уже во времена гуннов, германцы будут делать свои шлемы. Простые конические для воинов и украшенные крыльями или фигурами животных для вождей. Даже в княжеских могилах зачастую обнаруживают только шлем и щит. Григорий Турский, описывая Левдоста, графа Тура в VI веке, перечисляет основные части доспеха аристократа. Тело Левдоста было покрыто кольчугой или латами. Видимо, это была простая кольчуга, которая засвидетельствована многими археологическими находками. Шею защищал латный воротник, а голову – шлем. В одной руке графа было копье, а на перевязи висел колчан. Можно предполагать, что у Левдоста был и лук, который мог спасти его в случае засады, чего граф постоянно опасался, и не без оснований. Оружие германцев в некоторых сражениях с римскими армиями было настолько примитивно, что сами воины могли чинить его во время небольших передышек между стычками. Воины часто предпочитали изображение кабана на флагах, щитах или шлемах. Это считалось важным защитным свойством, а кабан – воплощением бога войны. В строфах из Беовульфа говорится о том, что изображение кабана должно защищать владельца шлема и его дружинников. Люди видели окровавленные битв одежды, железотканые, с кабаном позолоченным, на груди вождя среди многих воителей. В сече сгибнувших. У северных германцев и скандинавов в почете были вороны. Изображение ворона, украшение щитов и шлемов, его роль в сагах, была явно обрисована с максимальным почтением. Довольно плохо дело было с крепостями. Даже столицы германских племен были лишь городками на холмах с рвом и деревянными стенами. Никакого сравнения с римскими и даже кельтскими строениями нет и близко. Организация и тактика. Германцы, с которыми встречался и которых описывал Цезарь, избирали военных вождей, занимавших свой пост только в ходе одной военной кампании. Век или позже спустя мы встречаемся с двумя разновидностями образа вождя. Собственно, вождь Дакс избирался по древнему обычаю, в то время как король Рекс мог быть выбран только из ограниченного числа знатных людей. Рекс мог занимать свою должность всю жизнь, и военное командование могло и не входить в число его обязанностей. Ни один из этих лидеров не пользовался значительным авторитетом ни в совете, ни на поле боя. Когда битва начиналась, вождю оставалось только кричать, давая советы и ободряя воинов, а воины, как правило, не очень-то обращали внимание на эти увещания. Иногда в дело битв вступал и спецназ, берсерки и ульфхедеры, воины, которые впадали в неконтролируемую ярость и рубили всех, не разбирая. Берсерки, буквально медведи с топорами, выходили в бой голыми или в медвежьих шкурах, с копьем или секирой. А волкоглавые предпочитали шкуры волков и подражание волчьему вою перед битвой. Одним из наиболее опасных врагов Рима в период ранней империи был Маработ, вождь маркоманнов, которые ожесточенно противостояли продвижению римлян в Южную Германию в течение примерно 30 лет после 9 года до нашей эры. Он был первым, кто стал почти королем германцев и внес огромные изменения в их организацию по римскому образцу. Его войска знали знамена, использовали фланги и резервы, подчинялись командам, что в итоге сделало их опаснейшим врагом Рима. Тактика очень долго оставалась примитивной: либо набег ордой из-за укрытия, либо атака клином, а затем попытка разбить схватку на отдельные поединки. Против дисциплинированной пехоты такая тактика оказывалась катастрофически неэффективной, как, например, при Аквах Сикстиевых, 103 год до нашей эры, и Верцелах, 101 год до нашей эры. Однако она продолжала оставаться основой германского способа войны вплоть до периода великого переселения народов.
Клин строился по семейному или клановому принципу, и впереди шел знаменосец со священными предметами в руках или с флагом, на котором изображался тотем племени. С ним рядом несколько берсерков или самых сильных воинов, затем ряд воинов похуже, а в следующих рядах самые сильные стояли по краям, отдавая центр молодежи, пожилым или слабосильным. Это делалось из-за того, что именно фронт и фланги сражаются больше всего, и несколько лихих рубак в первых рядах могут решить бой в одиночку. При этом германцы воюют по каким-то своим законам чести. Не бегут ложно, не любят механическую резню, как легионеры в строю. Обычно держат слово, данное врагу. Оттого их тактика предсказуема и однолинейна, что часто играла против них. Столкновение с сарматами на востоке и победа над ними готов, затем нашествие гуннов вынудило германцев переосмыслить свои навыки. У них появилась сильная конница. Вместе с отличной пехотой она давала великолепные шансы на победу. Германцы научились маневрам, строевому бою, засадам, но все так же избегают бесчестных методов, ложных отступлений, применению пленных как щита, снисхождению к ленивым и слабым в бою вождям, что послужило, вероятно, толчком к восстанию гепидов против гуннов, чьих вождей германцы видели слабыми, изнеженными, скрывающимися за охраной. Фирменные отличия германских племен в бою. Франки воюют пешими, презирают лук, используя вместо него небольшие метательные топорики франциски. Их они бросают во врага с небольшой дистанции один раз, а если позволяет ситуация и дважды, притягивая топор назад, привязав его веревкой заранее. Алеманны применяют зазубренные метательные копья-гарпуны. Вероятно, они подсмотрели их у римлян с их пилумами, но усовершенствовали конструкцию в более опасную сторону. Саксы любят использовать меч-нож имени самих себя. Короткое и широкое лезвие с односторонней заточкой, эдакое мачете в умелых руках, давало хорошие боевые шансы. Англы и юты – мастера копейного боя и имеют в арсенале много разновидностей такого оружия. Также часто применяли шлемы с железными масками, что было довольно необычно для некочевых народов. Но такое было привилегией вождей. Для рядовых воинов даже простая кольчуга была делом невиданным. Лангобарды – отличные всадники, причем в отличие от вандалов и вестготов, их конница рассчитывает именно на кавалерийскую атаку с копьем наперевес. У них есть хорошие латы, длинные мечи-спаты и легкие копья. Готы овладели универсальными навыками. Придя в Европу с отличной пехотой, которая показала себя даже с отличной римской армией, в тяжелой и почти неизвестной нам войне с сарматами, они смогли стать и отличными всадниками, и прекрасными лучниками, что и дало им силы стать одним из лидеров великого переселения народов. Вандалы из болот Польши и запада современной Беларуси переместились в Галлию, а оттуда в Иберию и даже в Африку. Действуя вместе с аланами, будучи и сами отличными всадниками, они нашли хороший баланс между своей легкой конницей и тяжелыми катафрактриями алан. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.